Рекордный в истории ущерб яхтенной жизни. Кратко характеризовать ситуацию можно всего двумя словами. Около 65 тысяч яхт и лодок будут списаны страховыми компаниями в утиль. Можно найти даже примеры, когда лодки тонули, потом их поднимали, и им ничего после этого не было. Рукастые парни и девчата покупают за бесценок и радостно бороздят просторы океана. Мотивации здесь хоть отбавляй, и для меня это стало своего рода приглашением. Продолжаем говорить про ураганные лодки. Купил, восстановил, путешествую. Романтика. Всем привет! С вами Денис Серов, яхтенный сюрвеер. В прошлом видео я дал краткое введение в проблематику покупки и восстановления так называемых ураганных лодок. Мечты многих искателей приключений, у которых своего времени энтузиазма больше, чем денег. При этом не обязательно денег мало, просто энтузиазма и энергии гораздо больше. В этом эпизоде приоткроем завесу тайны над технической стороной, обрисовав вкратце, что с лодками происходит и с какими повреждениями, вероятно, придется столкнуться тем, кто все же пойдет по пути их покупки и восстановления. Я считаю, что обстоятельства получения повреждения не менее важны для понимания общей ситуации, чем сами повреждения, поскольку история того, что случилось и как случилось, проливает свет на возможные скрытые дефекты. Так что про это речь пойдет в первую очередь. Однако, если вы сразу же хотите перейти к повреждениям, используйте тайм-код в описании. Итак, обстоятельства, при которых ураганные лодки получают свои повреждения, можно разделить на следующее. Толчая и хаос в марине. Во время самого урагана лодки долбятся там друг от друга долго и упорно, бортами, трутся, бьются об причалы. Если шторм заходит в марину, то он нередко собирает все лодки в один угол, там устраивает из них настоящее месиво. В этой ситуации наибольший ущерб получают борта, трансы, мачты, а также палубы и надстройки, на которые мачты падают. А иногда ураган бывает настолько силен, что он сваливает лодки друг на друга горой. Так что оставаться в марине, пожалуй, худший из возможных выборов. Широко известный факт состоит в том, что самым правильным решением является уход от шторма в море. Однако не всегда для этого есть физическая возможность, а также моральные силы и запас мореходности самой яхты. Тем не менее, некоторые стремятся уйти из марины, но при этом пытаются спрятаться на якорных стоянках. Если успевают раньше всех, то вяжутся к берегу в мангровых зарослях. Увы, это тоже не всегда работает. Якорь может не удержать, яхту сносит, и там с ней все происходит тоже достаточно брутально. Результат – выброс на скалы и даже столкновение с затонувшими яхтами. Страдают при этом днище, рули, винты, все подводные части пропульсивной системы. И это впоследствии еще осложняется тем, что лодку достаточно сложно вытащить с тех мест, куда ее занесет волнами, течением и ураганом. К сожалению, повреждения при последующем спасении яхты, то есть при стаскивании ее со скал, бывают едва ли не хуже, чем повреждения от самого урагана. Иногда яхта, вынесенная на берег мощным приливом и большими волнами, может выглядеть вполне прилично до той поры, пока ее не начнут спасать, то есть тащить по камням обратно к морю. Иногда дополнительных разрушений можно избежать, но спасательные команды салвадж-компаний порой не особенно щепетильны в этих деталях. Ведь нередко им приходится вытаскивать несколько десятков или даже сотен лодок. И есть случаи, когда во время такого горе-спасения яхта окончательно тонут из-за нелепейших действий спасателей. В случае же затопления или даже заливания, повреждения, которые получает лодка и ее система, являются мощным дополнением ко всему предшествующему. Нет, конечно, стеклопластик, находясь под водой, страдает ничуть не больше, чем в обычное время. Но на любой лодке достаточно количество деревянной структуры, это переборки, интерьер, и вода, помимо всего прочего, повреждает не только дерево, она повреждает почти все судовые системы. При этом затонувшие яхты иногда после вытаскивания на берег могут выглядеть вполне прилично. Ну так что, раз в море не уйти, а у берега нигде нет спасения, не лучше ли встать на твердый грунт? Однако ураган большой силы и там яхту достанет. На берегу их подстерегают повреждения от падения как собственных опор, так и от падения на них соседних лодок, которые валятся друг на друга подобно домино. Не застрахованы от падений даже катамараны. Иногда ветер ураганной силы вытворяет настоящие чудеса, переворачивает, бросает друг на друга. Яхты при этом получают мощный удар, от которых лопаются переборки, расходятся стыки палубы и корпуса, трансы корпуса, отслаиваются силовые вкладки, ломаются шпангоуты, стрингера, и все это не считая чисто внешних косметических повреждений. Некоторым утешением для лодок, стоящих на берегу, является то, что они точно не утонут. По крайней мере, их не зальет морской водой. И, кстати, у таких лодок достаточно много шансов оказаться на аукционе в числе наиболее сохранившихся. Аукционы же проводятся специальными компаниями, которые представляют яхты потенциальным покупателям вместе с кратким отчетом об их состоянии, а также с возможностью личного ознакомления и последующей покупки на конкурсной основе. И здесь необходимо, чтобы
азарт не победил здравый смысл, потому что почти всегда за фантастически низкой ценой стоят фантастические же по сложности и дороговизне восстановительной работы. И здесь вопрос в том, чтобы быстро и за ограниченное время провести оценку масштабов бедствия, принять решение, за что есть смысл бороться, а от чего лучше бежать, сломя голову. И далее мы с вами рассмотрим конкретные повреждения, которые можно встретить на лодках, выставленных на аукцион. Вы не обязательно встретите все ниже перечисленное одновременно, но несомненно будут повреждения из данного списка. Поехали. Ударные повреждения и пробоины подводной части корпуса, нарушение соединения киля и корпуса, повреждение пера руля, баллера. Ремонт этих повреждений полноценно возможен только после хорошей осушки корпуса. Повреждение бортов. Сломанный сэндвич-композит в бортах и трансе – это серьезная проблема. Ее обычным стекловолокном не залепить. Нужен гораздо более основательный подход со вскрытием, ремонтом сердечника сэндвича и обратной заделкой борта или транса. Повреждения корпуса могут также включать и структурные трещины стеклопластика, даже если не было сэндвича. Структурные трещины поначалу могут казаться лишь трещинками гель-коута, но для нормальной диагностики все трещины нужно разделывать и смотреть состояние стеклопластика под ним. Только так можно оценить масштаб будущих работ. Поэтому почти любые трещины следует заранее считать структурными. Также нередко можно встретить сломанные, лопнувшие или отслоившиеся от корпуса и палубы переборки. Ремонт переборок – это демонтаж и последующая сборка интерьера. Имейте в виду, что интерьер на яхт нередко собирают до того, как будет установлена сверху палуба. Но у вас в случае ремонта такого варианта, как снять палубу, уже не будет. И поэтому ожидайте в процессе ремонта переборок сопутствующих разрушений интерьера. Также можно встретить сломанные или отслоившиеся шпангоуты, стрингера, силовой вклад. Это важнейшие структурные элементы, и к силовой вкладке часто крепится киль. Ее целостность напрямую влияет на безопасность судна. Соответственно, эти повреждения относятся к классу наиболее критической силовой инфраструктуры, и их ремонт сопряжен с рядом серьезных сложностей, связанных с проблемами доступности этих элементов для ремонта. Как я уже говорил, при падении, а также при ударах друг от друга, лодки повреждают стыки палубы корпуса. На современных яхтах все эти стыки обычно закрыты изнутри отделкой, демонтаж которой без дополнительных разрушений невозможен. А снаружи это все закрыто привальным брусом или виниловой накладкой. То есть повреждения эти могут быть скрыты, вы их не увидите, но ожидайте их встретить. Повреждения могут быть также вокруг флайбриджа, бименис, проеходов, солнечных панелей, ванпутенсов, леерных стоек, креплений брашпиля. Вы можете также увидеть вырванные утки и полуклюзы. Хорошие хозяева, обычно оставляя лодки на длительную стоянку в местах, подверженных ураганам, стараются все лишнее с открытой палубы убрать, чтобы уменьшить парус. Но некоторые вещи, типа флайбриджа, просто физически невозможно никуда спрятать. И последствия в случае урагана бывают довольно печальные. В первую очередь это относится к катамаранам. При рассмотрении совокупности повреждений перед принятием решения о покупке лодки на аукционе стоит понимать, что в принципе ничто из этого не является невосстановимым. Стеклопластиковые корпуса очень ремонтопригодны, а смола, стекло и фанера сравнительно дешево. Важнейший ингредиент успеха здесь – это ваше время. Однако, если вы нашли лодку, которая ничего из вышеперечисленного не демонстрирует, присмотритесь внимательнее. Возможно, вы счастливчик, который вытянул джекпот. Но здесь есть одно важное исключение, поскольку не все сводится к стеклопластику. Это, как я уже говорил, затонувшие лодки. Они внешне могут выглядеть достаточно неплохо, и повреждения водой, которые вы видите, могут показаться вам вполне устранимым. Но затопление в море или даже заливание дождевой водой приводит к масштабным повреждениям. Реконструкция интерьера до прежнего уровня качества вряд ли уже будет возможна, если только ее не заказывать на верфи. Но интерьер — это еще не самая большая проблема. Затопленный двигатель, если его немедленно не подняли, не промыли, не продули масляным туманом, весьма вероятно станет для вас золотым чемоданом без ручки. Нести неудобно, а бросить жалко. Ну а двигатели и других системах в следующих видео подписывайтесь.